Привет, друзья! В этом видео я хочу показать вам карандаши Fine Nola 48 цветов. Это набор карандашей в металлической упаковке. Для начала немного расскажу об этом бренде Fine Nola. Это новый бренд, он появился недавно на нашем рынке. В самом начале 2023 года компания Deli и MPM объявили о запуске нового художественного бренда Fine Nola. Идея этого проекта возникла в начале 2022 года. Компания Deli, используя свой богатый производственный и маркетинговый опыт, приняла решение о выводе на рынок продукции для художников. Представительство Deli в России первым поддержало международный проект и заручилось поддержкой компании MPM как лидера рынка художественных товаров. Партнеры вместе разработали ассортимент нового бренда Fine Nola. Вот так, собственно, и появился этот бренд, и теперь мы вместе с вами посмотрим, что же получилось у Deli и MPM, качественный ли продукт они сделали. И начну я свой обзор с внешнего вида и с упаковки продукта. Я уже успела попользоваться карандашами, поэтому у меня они разной длины, но пришли они ко мне абсолютно целые, ни один карандаш не был поломан. Давайте посмотрим на карандаш, которым я практически не пользовалась, только сделала выкраску. Это серебряный карандаш. В наборе из 48 цветов присутствует золотой и серебряный. Вот так выглядит. Корпус покрашен в приятный синий цвет. Карандаш достаточно остро заточен. Наконечник карандаша покрашен в цвет грифеля. В руке лежит приятно, визуально тоже очень красиво выглядит. На карандаше выгравирована надпись Colored Pencil и есть цифровое и буквенное обозначение. Вначале я подумала, что это обозначение цвета, но в итоге оказалось, что C122, почему-то эта цифра стоит на всех карандашах, и мне совершенно непонятно почему. Почему производители не сделали отдельное обозначение для каждого цвета, что означает вот это C122 и почему на всех карандашах, абсолютно на всех, одинаковая цифра. Вот для меня это было совершенно непонятно, и это минус. Сразу скажу, что это, конечно, минус. Поскольку обычно, если карандашей достаточно обширная палитра, то принято делать выкраску, и если у каждого карандаша есть цифровое обозначение, то, соответственно, мы в этой выкраске обозначаем этот карандаш и потом легко находим. Но здесь, к сожалению, этого нет. И раз они сделали такую гравировку на каждом карандаше, то мне непонятно, почему нельзя было обозначить каждый карандаш своим номером. Ну да ладно, давайте перейдем к выкраске, к палитре. Вот так выглядит палитра цветов. Палитра очень яркая, красивая, цвета глубокие. Пока делала выкраску, то заметила, что они хорошо отдают пигмент, и вы сами можете заметить, какие яркие насыщенные цвета получились. К тому, как карандаши пишут, как они отдают цвет, у меня претензий нету. Но вот единственный минус, что нет обозначения цвета. Ну, с другой стороны, здесь не такой огромный набор карандашей, 48 цветов, в принципе, в нем можно сориентироваться, где какой цвет по выкраске. Вот в наборе из 72 цветов было бы уже, конечно, сложно ориентироваться. И я предлагаю провести тест для карандашей. У меня есть специальная таблица, предназначенная для тестирования карандашей. И первый тест для карандашей – это сделать растяжку в цветах радуги. Посмотрим, как карандаши смешиваются между собой и как у нас получится такая растяжка. Еще некоторые характеристики, которые заявляет производитель, это диаметр грифеля карандаша 3,8 мм. Произведены карандаши на основе воска и высококачественного пигмента, грифель однородный и без вкраплений. Корпус изготовлен из липы, что обеспечивает отличную заточку без сколов и защиту грифеля. В процессе пользования не могу поспорить с этими заявлениями от производителя. Карандаши действительно хорошо затачиваются, но позже я вам покажу наглядно, буду затачивать их.
А пока посмотрим, как карандаши наслаиваются, сколько слоев максимум можно сделать. И для этого у меня есть такой тест, просто не сильным нажатием наношу несколько раз на бумагу. Внизу написано количество слоев. Что касается растяжки радужной, то карандаши тут неплохо справились. Как вы можете видеть, выглядит ярко и достаточно достойно. У меня тут 7 слоев, и, соответственно, вы можете видеть, что от 1 до 7 слоев они хорошо ложатся. В принципе, можно даже и больше слоев делать. Это не максимум. Так что наслаиваемость карандашей очень даже хорошая. И следующий тест – это растяжка от одного цвета к другому. Первая ячейка – это просто растяжка от одного цвета к другому, без каких-либо дополнительных усилий. А вторая же ячейка с добавлением сверху белого карандаша. Пройдемся белым карандашом, довольно сильно нажимая, и посмотрим разницу. С белым карандашом выглядит намного более ярко, и растяжка получилась лучше. В третьем окошке нужно смешать 2 карандаша с помощью блендера. Для этих целей я буду использовать карандаш Kohinoor Magic. Он как нельзя лучше заменяет блендер, поскольку специального профессионального блендера у меня нет. И как видите, с помощью этого карандаша происходит довольно хорошее смешение цветов. Мне кажется, получилась достойная растяжка. Следующая ячейка у нас для теста специальной жидкости, которая смешивает цвета. Но я буду использовать обычный спирт, и в принципе результат должен быть достаточно похожий. И, наконец, последнее испытание в этом блоке – это покрытие спиртовым маркером. Как видите, спиртовой маркер хорошо смешал цвета, и вы можете наглядно видеть результат каждого из методов и, соответственно, сделать свои выводы о том, как карандаши справляются. Ну а следующий тест – это смешение цветов. С помощью такого легкого наслаивания я специально взяла цвета необычные. Обычно я беру желтый, красный и синий, а тут я решила взять просто любые цвета. Следующее испытание – это как карандаши стираются ластиком. И вы можете видеть, что не сильное нажатие стирается вообще замечательно. А вот если давить посильнее, то остается небольшой след. Но в целом стираются хорошо. Тест на размазывание карандашей прошел хорошо. Они вообще не размазываются. И последнее в капельке, это я размывала их обычной водой. Обычной водой карандаши не размываются, поскольку это не акварельные карандаши. Вы можете видеть результат, наглядно все видно. Карандаши хорошо справились с этим тестом. И теперь я предлагаю порисовать ими и, соответственно, посмотреть их в деле. Для этого я буду использовать свой скетчбук от Max Goods. Он у меня достаточно хорошо заполнен, и хотелось бы еще дальше его заполнить, сделать в нем еще одну работу. И у меня здесь осталось довольно много листов незаполненных в разделе крафтовой бумаги. Поэтому я решила как раз-таки сделать иллюстрацию на крафтовой бумаге. Но прежде чем начать, еще хочу показать вам выкраску на черной бумаге. Очень многие цвета из палитры замечательно видно на черном, они очень яркие, так что на черной бумаге эти карандаши тоже могут рисовать. Вот проверим, как карандаши наши справятся с этим заданием. Буду рисовать я простой сюжет. Это баклажан. Я нанесла контуры простым карандашом. И теперь хочу продемонстрировать вам, как карандаши затачиваются. У меня механическая вот такая точилка.
Постаралась по максимуму заточить желтый карандаш, и вот так выглядят заточенные карандаши. Они не ломаются, хорошо затачиваются, грифель достаточно прочный, как и корпус карандаша. И ни один карандаш у меня пока что в процессе заточки не ломался. На крафтовую бумагу карандаши ложатся довольно хорошо, они яркие. Белый карандаш очень яркий, его хорошо видно. Ощущения от рисования карандашей приятные, карандаши мягкие, прекрасно отдают пигмент. В общем, удовольствие от этого рисования я получила. При том, что, судя по цене, это не профессиональные карандаши, это скорее студенческие карандаши, карандаши для хобби. Но скажу вам так, что они за свою цену, а сейчас на Wildberries они стоят примерно 1500, а за эту цену они очень достойные, они своих денег однозначно стоят. Могу сказать, что я была приятно удивлена качеством, это действительно качественный товар. Если брать ту же ценовую категорию и выбирать такое же количество цветов, то остальные конкуренты, конечно, проигрывают. Так что очень рекомендую. Карандаши мне понравились. И я предлагаю вам самим понаблюдать за процессом и, соответственно, посмотреть, что же у меня получится в итоге. И вот он, итоговый результат. Такой баклажанчик у меня получился. Напишите в комментариях, как вам, понравилось ли. Если рисунок наклонить к свету, то видно, что карандаши блестят. Но это нормально, многие карандаши так блестят. У них восковая основа, поэтому есть такой эффект блеска. Я сама могу сказать, что мне очень понравился результат, очень понравился процесс. Карандаши просто классные. Ну вот единственный минус, что нет обозначения каждого карандаша по номеру. Но с этим можно смириться, учитывая их бюджетную стоимость. А я считаю, что цена на них отличная. И однозначно я буду ими рисовать, я буду ими раскрашивать. Мне они очень нравятся. Учитывая, что карандаши в металлической коробке отлично оформлены,
и у них огромное количество плюсов, а минусов совсем мало. Из минусов это отсутствие информации о светостойкости, а также нет обозначения, как я уже говорила, цветов на самом карандаше. Тем не менее, я эти карандаши рекомендую, они точно понравятся тем, для кого рисование это хобби, либо для тех, кто учится, либо для тех, кто любит раскрашивать. Я думаю, эти карандаши идеально подойдут. Если вы любите рисовать в скетчбуках и свои работы не планируете вешать на стену, то можно смело выбирать эти карандаши. Меня они вдохновляют на творчество. Я считаю, это отличный набор карандашей. К тому же доступен набор в 72 цвета или наоборот в меньшее количество цветов, например, 24. Но хочу заметить еще пару слов о том, как эти карандаши расходуются. Да, они расходуются достаточно быстро, учитывая, что они мягкие. И если для рисования это, конечно, плюс их мягкость, то что касается расхода, то расход достаточно высокий. Я этими карандашами совсем недавно пользуюсь, но, как видите, у меня уже некоторые стали гораздо короче. Но, опять же, стоимость позволяет докупить следующий набор, если, например, один у вас закончился. Мой обзор подходит к концу, и выводы в конце этого видео. Однозначно рекомендую этот набор к покупке. Мне очень понравились эти карандаши. Если они у меня закончатся, то я куплю еще один набор, например, в 72 цвета. Впечатления о них только самые положительные. Пишите, пожалуйста, в комментариях, был ли полезен вам этот обзор. Пробовали ли эти карандаши или планируете попробовать? А я прощаюсь с вами до следующего видео. Пока!